Приветствую всех своих подписчиков. Продолжаю тут достраивать, отстраивать этот третий вариант переделки сварочного инвертора в индукционную печь. Получается очень бюджетненько. В принципе, я даже сам не ожидал, что довольно прилично будет работать при минимальных затратах. Вот. Ну, это как бы третий вариант, какие-то нюансы я учел из первых переделок. Вот сверху видео вот идет, вот это был самый мой первый вариант, который я показывал. В принципе, он рабочий, я его пристроил там одному подписчику. В принципе, он у него до сих пор работает без проблем. Вот, потом был вот такой вариант, вот опять сверху вот видео, да. Это с внешним блоком, такой более универсальный, там можно много чего было подключать к нему. Ну, я все показывал у себя на канале. Вот тоже сверху ссылочка на плейлист «Переделка сварочных инверторов». Я туда все свои наработки выкладываю, достаточно подробно стараюсь показывать, чтобы потом меньше, чтобы вопросов меньше задавали. Вот, в общем-то, там все понятно. Ну, а это третий вариант, просто, как я сказал, вот в предыдущих видео, подписчик мне подкинул микро на эксперименты, еще одно. Вот, я тут сижу на даче, можно сказать, на зимовку ушел. Ну, между делом занимаюсь. Вот, и он попросил сделать вот по типу первого варианта, где без внешнего блока, просто простой, чисто на плавку, и посмотреть, будет ли работать вот чисто на плавку. Вот. Ну что, я тут сейчас в двух словах еще скажу. В принципе, я все сделал, подключил воду, чуть-чуть поплавил, сейчас покажу. Ну вот, все подключил, отстраиваю вот на этом большом своем индукторе, он у меня универсальный, получается. Я его вот под этот тигель, ну я рассказываю, это лужский тигель прессованный. Они обычно плохо греются, но вот я умудрился отстроить, что он здесь нормально греется. Он где-то на 2-2,5 килограмма меди. Вот. Ну и под свои другие, под железный тигель, то, что я показывал. Ну, получается, что если по диаметру, тут у меня 1, 2, 3, 4, 5, 6 витков. Вот. И диаметр, по-моему, 12. Я уже не помню. Сейчас глянем. Сейчас глянем, какой диаметр у этих витков. Сейчас посмотрим. Внутренний, в общем-то, интересует, потому что диаметр намотки. Так. Ну вот где-то так. Смотрим. Ну да, 12, 120 миллиметров. 120 миллиметров диаметр намотки. Подключил я через фитинги и дальше сделал вывод вот на воду шлангами. А вода у меня вот так сделана. Вот такой бак из нержавейки. Вот у меня есть большой, он 30 литров, квадратный бак. Я не знаю, он из-под чего. Похоже, из-под какого-то топлива, я не знаю. Давно у меня тоже валяется, уже лет 10 ему. Вот сюда две трубки вставил, одна выходящая, другая входящая, которая подающая, она до самого низа туда доходит, и на конце помпа. А помпа такая тоже обычная, то, что я использую в своей гидропонике. Сейчас покажу. Вот такая помпочка маленькая. Вот, она 3 ватта и запитывается 12 вольт переменки. Но она с блочком идет сразу. С таким на 12 вольт, 220-12 вольт. Ну, очень прилично работает, она бесшумно работает, у нее производительность 250 литров в час, фактически нормально прокачивает и успевает все охлаждаться. Так что вот работает нормально, не надо водопровод тянуть. Все, это даже на этом тигле. Вот. Ну что я тут попробовал. Я потом по плавке вам отдельно видео сниму. Сейчас просто по то, что я планирую сейчас сделать по донастройке. И еще раз покажу. Вот. Ну вот вылил сюда алюминий, плавил. Вот на кирпичик вылил. Ну вот он как бы отпечатался. Елисеев, короче.
Вот. Но некуда было вылить, тут под рукой пока ничего не было. Вот. В принципе, алюминий плавит, медь плавит, тоже попробовал. Вот этот алюминий плавил, вот в эту выливал. Тоже такая колобашка получилась. А так я отстраиваю вот под свои тигли. Вот этот основной у меня тигель, графитовый. И два тигля, которые я вот показывал. Один из нержавейки. Вот. Он больше у меня под латунь. Вот такой вот он. Вот. Тоже сюда нормально встает. Нормально греется, я уже все пробовал. И вот этот железный тигель, он больше под алюминий у меня. Вот он большой, он тоже где-то так по объему, примерно как вот этот лужский тигель. В принципе, ну нормально все работает. Вот. Ну что я тут по настройкам? Значит, сейчас скажу, что я тут подумал по поводу дальнейшей доработки этого вот варианта, который, можно сказать, третий. Тут крышечку я открутил. В принципе, там все нормально, ничего не греется, все отлично работает. Единственное, что, как я думаю, чтобы был совсем бюджетный вариант. Короче, вот это вообще не нужно ничего выводить сюда. Так как, чтобы это подключать, ну, какие-то внешние блоки, да, нужно отворачивать индуктор. Нельзя вместе, иначе не будет работать. В резонанс войдет индуктор и будет очень плохо. Вот. Соответственно, нужно тогда ставить в индуктор какую-то нагрузку. Ну, получается, не то, не сё. И лучше сделать одну очень бюджетную печку, хорошо работающую чисто под плавку и под какие-то, вот под один индуктор отработать. И тогда можно было сделать просто одним куском провода трубки, намотать без этих стыков сразу индуктор, да, вот, и все, чтобы вот этих стыков не было. И вот он один индуктор будет нормально работать, нормально охлаждаться. А вот эту обмотку вторичную, то, что вот здесь в этом трансформаторе, сейчас у меня тут смотанный трансформатор есть, сейчас покажу. Вот смотрите, вот этот трансформатор, просто сматываем первичную, вторичку всю и надеваем вот на эту трубку. Все. Тогда получается, что здесь нужно сделать? Только переменку частоты сделать, поставить амперметр и сместить трансформатор. Все. Все переделки. Ну, убрать диоды, я имею в виду, там, которые не нужны, поскольку сварка здесь я не оставляю, за ненадобностью тоже. Вот. И добавить на их место электролиты поставить. Но я все в своих видео там показывал, то, что я дорабатывал. И все будет отлично работать, это максимально дешево получается. Конденсаторы, кстати, нормально работают, даже при большой амплитуде. А вот после точки Кюри, когда не греются, вот охлаждение вот такой конструкции хватает вполне. Вот. Были сомнения, что вот эти первые конденсаторы будут греться, которые поближе к трансформатору, да, ну, к выводу, получается, к трубке. Нет, все равномерно тут они, ну, фактически еле-еле тепленькие при работе. Тут все обдувается, тут все замечательно. Единственное, что нужно донастроить, сейчас я решил изменить регулировку частоты. Так как получается, что у меня сейчас диапазон 80 кГц, да, и до 40 кГц вот при повороте. Но регулировка при том варианте подключения, как я показывал, сейчас еще раз покажу, потому что каждый раз вот показываю и вопросы все равно задают по этому поводу. Вот так вот я подключаю цепочку 1,5 кОм и 100 кОм вот параллельно тому резистору, который на 9-ю ногу идет, который частота задающий. Вот. И у меня примерно вот так, от 1 кОм и до 3,5 кОм меняется, да? Это частота от 80 до 40 кГц. Ну, а поскольку при таком подключении получается, что сначала, когда крутишь, быстро частота меняется, а потом под конец медленно. И не на полной
как бы на полный оборот я хочу отстроить, чтобы вот максимальная настройка была как раз в конце диапазона резистора, чтобы можно было там вот подстраиваться. Вот. Ну, как я отстраиваю? Я, соответственно, поставил вот этот лужский тигель сюда, да, и выдал на него я 19 ампер. Вот, 19 ампер выдал это, ну, максимально, в принципе, до 16 ампер этот нормально будет работать. Но 19 тоже держит нормально, греет этот. Поскольку это основной, и он не вносит в индуктивность индуктора никаких, ну, не увеличивает, не уменьшает индуктивность. Поэтому я вот от него отталкиваюсь и настраиваю по нему. Вот, я выставил 19, когда вот все нормально работает, еще тянет. Соответственно, замерил сопротивление какое при этом. И потом на минимуме то же самое сделал, потому что когда включаешь и вот далеко от резонанса, там 80 кГц, а он, индуктор этот где-то на 41-42 кГц у меня отстроен резонанс. Получается, что там пол-ампера всего. И вот крутишь, там пока начнет эти амперы добавляться. Соответственно, я сразу довел где-то до вот на этом до 1,5 ампер. Сразу, чтобы при включении сразу было 1,5 ампера. И тоже замерил сопротивление. У меня получилось, вот здесь вот я себе записал, от 2,5 килоом до 3,2, ну 3,3 килоом. Вот такой диапазон надо сделать, чтобы это изменялось. Тут всякое думал. Ну, сижу ж на даче, особо нет деталей. Подобрал резисторы. Думаю, как бы выкрутиться мне из этого положения. Ну и смотрите, можно было вот так подключить. Ну там 3,9 стоит, не 3,6, а 3,9 изначально резистор, да. Можно было подобрать, допустим, 7 килоомный и последовательно к нему переменный 14 килоом. Нет у меня такого. Начал думать, как вот этот вариант переделать, да, чтобы получилось, ну, необходимые мне цифры. Вот. И что я тут сделал? Я, значит, параллельно вот этому 3,9, который вот, ну, я тут себе чиркал, вот, поставил 30 килоом, да, вот сюда параллельно. А вот эту цепочку заменил на 10 килоом и на 50 килоом, то, что было под рукой. Ну, исходя из тех резисторов, то, что были под рукой. Ну и получается, что у меня я уложился в эти параметры от 2,5 килоом регулировка до 3,2 килоома. В принципе, уложился. Сейчас я это и запаяю. Ну вот здесь вот я подрисовал, чтобы было понятно. То может быть по моим этим не очень понятно, вот этим подчеркушкам. Ну это я для себя тут чиркал, потому что на калькуляторе считал, что-то нужно было мне подумать, посчитать. Такая тетрадка для мыслей, можно сказать. Вот что получилось. Значит, 3,9 там стоит, параллельно ему я ставлю 30 килоом. И вот вместо 1,5 килоома я ставлю 10 килоом, а здесь ставлю 50 килоом. Вот. И изменяться у меня будет теперь, сейчас покажу. Значит, у меня будет от 2,54 килоом и до 3,25 килоом. Вот в таких пределах будет изменяться. Как раз это будет у меня где-то от 50 килогерц, да, и до, ну, где-то до 40 килогерц. Вот этот интервал мне как раз хватит, чтобы нормально вот эти мои все индуктора нормально можно было подстраивать. Ну и, соответственно, там все, что туда можно будет засунуть, уже можно тоже будет подстроить, уже регулируя чисто частотой. Ну, вроде понятно объяснил. Не знаю. Но опять все равно будут вопросы.
Тут как не объясняй, кто говорит, надо более подробно, еще подробнее, кто говорит, что зачем так подробно, и так все понятно. Ну, я не знаю просто. Вот, короче, объясняю так, как бы было бы мне понятно, если бы мне кто-то объяснял. Поэтому вот с этой точки зрения я и подхожу. Так что вот. Резистор 50 килоомный, ну такой вот обычный. Покажу. Ну вот он. Других нет, какие есть. Да, ну и вот эти 30 килоом и 10 килоом тоже обычные резисторы. Еще, конечно, хорошо бы вывести сюда кнопку под педаль, но я тоже в каких-то видео объяснял, как это сделать. Это надо подключить микрик, вот, ну небольшой, там токов вообще никаких нет. Параллельно датчику температуры, какой стоит на радиаторе транзистора. И все. И при замыкании будет уходить как будто перегрев транзистора. Ну, все будет работать, вентиляторы будут работать, но мощности не будет даваться. Отпускаешь, все запускается дальше. Это удобно, когда именно не плавишь, потому что плавка должна, ну, постоянно включила, оно время требует. А когда, допустим, сталь, чтобы раскалить, то на педаль нажал, подошел, раскалил, педаль отпустил, вынул. Так как вот нюансы у этих вот печек, которые я переделаю, там есть один такой существенный нюанс. Когда на резонансе, вот на мощности работает, нельзя вынимать деталь. Вот, там сразу резко возрастает амплитуда резонанса, резко сразу, очень быстро. И транзисторы вылетят в момент. Поэтому вот это единственный нюанс, на который надо все время обращать и не забывать, что сначала либо выключить, даже можно частоту не уводить, можно включать на мощности, включать, выключать, все нормально включается. Но нельзя вынимать, вот когда на мощности работает. Нельзя пустой. И также включать нельзя, вот, когда нет там вот нагрузки. Вот. Это вот единственное, на что надо обращать внимание. А так довольно надежно. Тем более я вот для себя и как вот я работаю с этими тигелями, с плавкой. Все, вообще, все поставил, все и забыл. Он греется, плавится. Все, наверное, потом пришел, вылил в форму и все нормально. Поэтому вот с железом там нюанс есть. Но я тоже там, вот вы спрашиваете, вот кто подписан, там вот шестеренки я показывал. Ну, тоже можно, но это же все-таки переделка. Вот, хоть там. И желательно отстраивать вот конкретно на конкретную задачу, тогда все будет работать хорошо. Когда какой-то строишь такое, что вот и то, и это, и такой размер нужен, и такой размер нужен, ну, я имею в виду индуктора. Там надо как-то перестраивать, но это не очень удобно. Изначально я и делал для себя, чтобы максимально дешево, максимально быстро можно было сделать и вот, иметь нормальную для плавки печку, которая стабильно работает, немного потребляет, потому что ну, я на даче, либо вот раньше, когда тут себе мастерскую не организовал, дома там что-то плавил, ну такие полуювелирные, скажем, такие работы, отливочки делал, ну, художественного порядка. Вот, я тоже потом этим вот тут доделаю все с этими печками, и потом вот плавкой займусь, там покажу вам все. Вот, ну и получается, что когда конкретно, под конкретную задачу сделано, все работает нормально. Вот, ну и это максимально бюджетно. С другой стороны, у меня спрашивают, вот, нужно более мощный, если, допустим, взять еще более мощный аппарат, ну, имеется в виду инвертор, можно взять, в принципе, более мощный инвертор, ну, допустим, там трехфазный, который там навороченный. Вот, он выдаст больше мощность, но у него и цена уже. Вот этот можно, я вот микро покупал. Она разбросанная цена, бывает скидки большие на них. Самая дешевая 3900 я ее покупал, вот сам аппарат. Поэтому тут экспериментировать на нем можно сколько угодно, не такие большие затраты. А главное, что ремонт тоже недорогой, если там пожег транзисторы, перепаял и дальше работаешь. Но я все показывал там и по ремонту, все у меня на канале можно посмотреть.
Вот. Ну, продолжу. А если взять, допустим, большую мощную и начинать переделать, во-первых, как бы риск там что-то пожечь, и ремонт будет очень дорогой. Вот. Я как бы лично не готов к таким затратам. Вот, что-то экспериментировать на какой-то дорогой технике. А с другой стороны, цена уже там будет приближаться к промышленной печке, которая специально заточена чисто под индукционный нагрев. Вот. И я там уже смысла не вижу переделки, допустим, в более мощные какие-то аппараты в индукционную печку, когда уже проще, ну, чуть подороже обойдется, но зато уже эта печка с гарантией, там будет промышленная, уже отстроенная на нормальные задачи, там с автопостройками совсем. Вот. А здесь мне главное максимально бюджетно. Вот, ну, максимально бюджетно. Получается, что тут можно, ну, совсем, фактически, резистор копеечный, трубка, ну, правда, медь сейчас подорожала, конечно, трубка тоже подорожала. Ну, поскольку здесь всего 3 метра трубки, она, по-моему, где-то десятка, сейчас где-то по 300 рублей, что ли, метр, вот, в последнее время я видел. Вот. Ну, тут тоже 3 метра по 300 рублей, ну, 1000, да. Конденсаторы, там у меня их 19 штук, ну, с запасом надо брать, там покупаешь 20, ну, на всякий случай. Вот, ну, тоже, ну, и там 4-5 тысяч инвертор. Ну и в десятку я укладываюсь вообще без проблем, вот по себестоимости. Тут, а главное, что это быстро. Вечерок посидел, слепил и занимаешься делом. Вот. По поводу того, что у меня тоже спрашивают на заказ, там можно сделать. Ну, ребят, мне как бы, ну, неинтересно этим заниматься, если честно. У меня есть другие более интересные вещи. Это я делаю для вас, потому что, как бы, народ спрашивает, я в основном для подписчиков и все это делаю, пробую, показываю. Вот. Ну и что-то, какие-то вещи сам лучше начинаю понимать, что лучше сделать, как лучше переделать. Но, в принципе, меня все устраивал, даже мой самый первый вариант, который я когда-то сделал, и он нормально работает. Вот. Так что на продаже не делаю по той же причине, что, во-первых, это надо отстраивать на конкретную задачу. Вот. Чисто на конкретную. Тогда это будет, да, дешевый аппарат, работающий, но чисто заточенный на конкретные задачи. Лучше всего он работает вот с тигелями. Для плавки это оптимально. Вот. С железом посложнее, но поскольку там вот этот переход через точку Кюри, железо меняет свои свойства. Ну, я 1000 раз об этом говорил, поэтому тут тоже такая вещь. Ну ладно, опять заговорился, опять будут ругаться, что я тут ни о чем. Ну, в общем-то, я хотел сказать, что, ребят, на заказ я не делаю. Вот, иногда пристраиваю свои печки, когда уже точно знаю, что вот мне там подписчик описал, что вот такая задача, то-то вот я делаю, вот мне очень-очень нужно. Вот, я так попробую примерно на том же, если все получается, стабильно работает, ну и как-то там договариваемся. Вот. Специально вот под что-то делать я не готов. Но нет столько времени, да и сейчас зима, сижу на даче, и с этими коронавирусами тоже ничего не купить. Раньше было, поехал там на рынок, на радиорынок, и сразу в одном месте все необходимое купил за недорого и приехал, там пару вечерков посидел, слепил, и все нормально. Теперь же это надо выбираться в город, туда приедешь, там в одном магазине этого нет, в другом магазине ездить, там специально что-то закупать, а заказывать из Китая, ну тоже это ждать месяц, ну я как-то не люблю. У меня обычно, если какая-то мысль приходит, идея, я хочу ее быстренько сразу проверить, что-то сделать, и все. Вот, не затягивать этот процесс. Вот. Ну, короче, ладно, поехали дальше. Ну, еще у меня спрашивают часто по индуктору. Вот, сколько витков, какая индуктивность. Индуктивность у него померить тяжело, мало витков. И я вот мультиметром замеряю индуктивность. Ну, там очень приблизительно, поэтому я исхожу из длины. Вот у меня вот до сих пор, вот до этих концов, вот, 2,5 метра трубы. Я беру, где-то 2 метра там плюс-минус уходит на намотку, там сколько получится, это в зависимости от диаметра, ну сколько витков получается. А остальное вот на подводку.
идет. Поэтому у меня тут, ну, разные. Вот такие, это под тигель чугунный, да. Вот этот тоже у меня такой основной, этот большого диаметра, 150 миллиметров, но он больше этого, видите. У него получается 4 витка из тех же 2 метров. Ну, вот, это под большой вообще тигель, но тоже под алюминий. Поэтому, ну, вот это такой самый универсальный для такого инвертора, я считаю, вот 120 миллиметров диаметр оптимально. Вот, много что можно сделать. Ну, а так, вот такой еще у меня тигелек есть. Он более высокочастотный, но у него тут где-то получается не 2,5 метра, а 2. Где-то чуть поменьше 2 метров на намотку ушло. И вот концы вот сюда. Но он у меня ставится, видите, вот так вот боком. Это чисто под железо. Ну, прут разогреть, чтобы продеть, вот подключать. Все. Я в нем не плавлю. Этот вот для плавки. И для плавки лучше вот обмазать чем-то. У меня спрашивают, чем у меня обмазано. Это асбест-картон такой продается. Я не знаю, тут у меня кусочки где-то кусочки валялись. Но он такой, как картон. Где-то толщина у него, ну, может, миллиметр. А, вот, все, вот он. Вот стоит. Вот. Все говорят, асбест вредный, но он вредный, когда сильно пылит. Этот фактически не пылит, поэтому тут стараюсь так не дышать. Вот этот картон очень удобный. Если его размочить в воде, вот, он становится такой однородной массой, как папье-маше. Из него можно вылепить любую форму, и потом, когда он высыхает, он эту форму держит. Вот что я здесь вот и сделал, да. Ну и в плюс в воду, когда вот он уже размяк в воде, да, стал такой вот однородной массой, то лишнюю воду сливаешь, чтобы туда, ну, не было. Ну, там, сами поймете, он в себя впитает столько, сколько может впитать, больше не может. Вот, сливаете лишнюю воду и туда добавляете чуть-чуть жидкого стекла, ну, это силикатный клей. Вот. Соответственно, это все тогда вообще замечательно держит форму и не пылит, и нормально работает очень долго. Тигель обворачивать лучше, но остывать не будет. Снаружи он быстрее прогреется просто и дольше будет держать температуру. Но это то, что касаемо вот этой обмазки моей. Это самый простой вариант, вот, потому что можно, конечно, если бы была, допустим, какая-то керамическая, либо еще там можно кирпич просверлить, сделать, тоже вокруг него обмотать. В принципе, у него тоже теплопроводность низкая, поэтому можно из кирпича. Есть специальные кирпичи для печей, которые, ну, дровяные печки там вот выкладывают. Вот. Из того кирпича можно сделать 2 кирпича, просверлить. Но это больше мороки. Мне проще было так. Тем более я все делаю из того, что у меня есть. Вот остатки этого вот асбеста есть. Очень хорошо работает. Так, еще спрашивают у меня, вот крышечку вот я прикрываю. Говорят, чем это я прикрываю тут таким. Можно вот из этого же асбеста вылепить такую крышечку. Она тоже будет держать. Ну, хорошо закрывать. Нормально. Если по форме вылепить толстую такую. Вот. Это от старой какой-то советской люстры, они керамические. В принципе, температуру держат хорошо, но тут нюанс в том, что его, вот эту крышку нужно сразу, когда начинаешь греть тигель, сразу класть крышечку, чтобы она равномерно прогревалась. Тогда она нормально, ничего не треснет. И также остывала, тоже вместе с тиглем, закрытая. Просто когда тигель, допустим, разогреть там до красна, крышечку эту положить, она может треснуть. Ну вот это чисто керамическая так себя ведет. Но в принципе нормально работает. Еще можно вот сюда вот как раз асбестовую проложить, тогда будет вообще. Ну я обычно все, вот что найду, из того и делаю. Вот. Ну сейчас вот это переделаю и покажу, как это все регулируется, и что-нибудь погреем. Все, запаял. Ну, чтобы совсем все не разбирать, чтобы туда вот до резистора не тянуться,
Я вот здесь разрезал эти два провода, которые шли на переменной. Вот этот старый я выкрутил на 100 килоом, который вот 50 килоом точно так же подключил. Вот подпаял там резистор в термоусадочке, вот он 10 килоом. Ну и вот так в параллель вот здесь вот я впаял этот 30 килоом. Ну все, я померил, все, уложился. Получается от 2,5 до 3,2 у меня изменяется, ну, килоом. От 2,5 килоом и до 3,2 килоома меняется. Так что посчитал правильно. Вот. Поэтому, ну, тут все как бы последовательно параллельное соединение резисторов. Это, я думаю, все знают, что можно подобрать, в принципе, любое сопротивление сделать. Вот. Ну, сейчас это прикручу на место. Ну и можно будет попробовать посмотреть, как регулируется. Все, поставил на место, регулятор завернул, благо недолго. Ну и вот резистор тут в термоусадочку все посадил. Вот так получилось. Ну больше тут пока больше и нечего делать. Если что-то всплывет еще по донастройке, я опять донастрою, покажу. Пока сейчас попробую, как регулируется при нагреве. Корпус заворачиваю на место. Ну, решил сразу вывести разъем под педаль. Тут порылся у себя, что у меня тут из разъемов есть такое. Загашник. Нашел парочку разъемов под такой разъем. В принципе, его можно поставить. Ну, поскольку тут токов небольших, и есть такой вот звуковой разъемчик, вот, для педали, мне кажется, он как раз подойдет. И я его вот здесь вот выведу в уголочке. Вот сюда дырку просверлю сейчас. И все. А подключается, как я объяснял, вот термодатчик на резистор, да? Но это именно на этом так подключается, на микре. Он в нормальном состоянии, когда работает, он разомкнут. Вот. Сейчас можно даже, ну, убедиться, прозвонить. Сейчас я прозвоню. На одной рукой получится, не получится. Ну да, он разомкнутый, не звенит, короче. Вот. Когда он замыкается, генерация прекращается, короче. Вот. Так работает. Соответственно, вот и нужно этот разъемчик сделать. Сейчас я вот к этим двум проводкам, вот к выводам, два провода и сюда приведу на этот разъемчик. Получится, что когда для плавки педаль будет отключена, ну, штекер выдерну. Соответственно, все будет работать, как работает. Включил и постоянно будет работать. А когда педаль как бы будет вставлена, то будет сразу нажата релюха, как будто она закоротит, и он не запустится. Соответственно, чтобы запустить, нужно будет нажать на педаль. Вот, это для работы, допустим, с железом. Ну а так, вынул, будет для работы для плавки. Вроде все логично получается. Вот, так что сейчас сюда припаяю пару проводков, пока тут все не завернул. Ну и, наверное, ну, вроде ничего больше не забыл. Так, по ходу всплывают какие-то мелочи. Вот, пытаюсь показать. Ну, конечно, это лучше подписывайтесь, следите за каналом, потому что я на многие вопросы уже давал ответы и все подробно показывал. А получается, что некоторые посмотрят одно видео, какое-то еще и старое совсем, и начинают задавать кучу вопросов. Но нет у меня времени каждому конкретно отвечать, особенно развернуто. Вот. Поэтому заходите на канал, смотрите, там много. Я все туда выкладываю, все как есть, как настраиваю, максимально подробно. Как делаю, так и показываю. Все, завернул. Вот разъемчик. Видно там, да? Такой вот. Очень удобно в уголочке. Не мешается. Ну, наверное, внутрь больше я не полезу. Вот на этом все отстраиваю. Педаль пока не буду подпаивать. Микрик есть у меня. Ну, в следующие разы, когда если
на железе буду пробовать и вам покажу, и как с педалью работает. Вот, а сейчас посмотрю, попробую, как, что у меня изменилось вот с изменением вот резистора. Ну и можно будет что-нибудь расплавить заодно вид расплавить. Ну не знаю, длинно опять, наверное, надо покороче эти видео делать. Вот, наверное, плавка будет уже в следующем видео. Сейчас вот только это посмотрю. Правильно я рассчитал, резистор регулируется в пределах мне нужных. И на этом, наверное, все. Ну и заодно вам покажу. Так, воду включил. Частота на минимуме. Этот разъемчик выну на всякий случай. Вот, ну все, включаю и смотрим токи. Можно еще осциллограммку повесить. Сейчас осциллограф я включу. Ну, чтобы заодно посмотреть, что у меня на трансформаторе здесь будет. Так, ну и все, наверное. Включаемся. Ну как, да, все нормально, 1 ампер, вот, получается 240 ватт, когда частота на самой маленькой, это я сейчас переключился на вольта ампера, переключился, и косинус фи у меня 0,5, вот. Если ватты считать, ну с учетом косинуса фи, то 117 ватт. Напряжение 232. Ну зимой здесь напряжение на даче у меня побольше, народу не так много. А летом, конечно, с напряжением есть засада. Так что, ну при таком, это вот на максимальную частоту. Ну вот так, чуть-чуть греется, в принципе. Нормально. Сейчас замеряю частоту. У меня вот этот нормально меряет частоту. Это килоом, вот частота. Ну вот 50 килогерц. Ну как точненько рассчитал-то. Не знаю, видно, не видно. Вот. 50 килогерц. Его, в принципе, по одна, наверное, вот сюда можно поднести. Ну да. Видно, да? Вот. 50 килогерц. Вот. Ну и поднимаю. Пошел к резонансу. Так, какая частота у меня? 41,7. Ну, все совпадает, нормально. Ну вот, у этого он тигель прессованный, поэтому у него начальное сопротивление большое и токи небольшие. По мере нагрева токи поднимутся до 19 ампер. В принципе, все на конечном стоит в конце. Ну, видно, вот поднимаются, да? Частоту убираешь, плавненько можно регулировать. Все нормально работает. Как и рассчитано. От 41,7 это максимальная частота. И 50. Ну, все замечательно. Ну вот, растет 13 ампер. Короче, прогреется, будет 19 ампер. Вот. Можно это поменьше будет сделать. Сейчас это сравню на железном тигле, то же самое, и на тигле из нержавейки. Все, вывожу обратно. Выключаю. И тут у меня крышечку снимаю. Ну что, нагрелся? Нагрелся. Блин, как его вынуть-то? Надо под него щипцы, где-то потерялись. Не знаю, куда задевал. Все тут, пока с этими переездами на дачу, в мастерскую, тут
ничего не найти, короче. Приходится все заново делать. Сейчас чем-нибудь вытащу. Ну что, вроде как и все. Все, с этим закончил. Вроде как работает. На длительных плавках я его еще проверю. Если что-то всплывет, я вам покажу, что я изменил, что доработал. Вот. А так, вот по плавкам я что-то в следующий раз покажу, как тигель разогревается и насколько он там это плавит нормально. Ну а в этом все. Так что кому нравится мои видео, ставьте лайки, кому не нравится, дизлайки. Вот. Ну, подписывайтесь, жмите на колокольчик. Соответственно, будут приходить уведомления, что вот у меня какое-то видео новое появилось, чтобы ничего не пропустить. Ну и мне меньше как бы на вопросы отвечать нужно будет. Как полегче освободиться, время побольше для каких-то дел. Ну а так, тут дел на даче хватает, поэтому все, пошел заниматься другими делами. На сегодня все. Так что всем удачи, не болейте. Ну и как всегда, будьте по жизни позитивны. Пока.